Некоторые актеры и актрисы, сыгравшие в «Великолепном веке», впоследствии сыграли и в «Империи Кёсем». У меня было видео о 2-3 таких актрисах, но их оказалось гораздо больше. Рассказываю свои находки. Надеюсь, вам будет интересно. А если вы знаете актеров или актрис, сыгравших в обоих этих сериалах, но не упомянутых в моих видео, буду рада вашим дополнениям в комментариях. Короля Венгрии Лайша показали в «Великолепном веке» зрелым мужчиной, не младше султана Сулеймана, а в реальной истории ему на тот момент было 14-20 лет. Таким образом, создатели сериала, вероятно, хотели сравнять султана Сулеймана и короля, чтобы победа Сулеймана в сражении при Мохаче выглядела более значимой, противник более серьезным. Короля Лайша сыграл турецкий актер Кадир Чермик, но сыграл он не только в «Великолепном веке». Этого актера пригласили сниматься также в продолжении сериала «Империи Кёсем». Там он сыграл уже не короля и не европейца, а мусульманского проповедника, оказывающего огромное влияние на политику государства, и тоже историческую личность – Казади Эфенди. Еще один актер – Серхат Сюмер, сыгравший в «Великолепном веке» европейца, принца Фридриха, жениха принцессы Изабеллы Фортуны, появился опять-таки в роли европейца, но уже не столь важного, в сериале «Империя Кёсем». Там он сыграл эпизодическую роль члена австрийской делегации. Актер Ферит Каян запомнился зрителям «Великолепного века» своей благородной ролью. Он сыграл Аяса Пашу, губернатора Эрзурума, у которого остановился перед своим путешествием в персидские земли Шахзаде Баязид. У Аяса Паши был приказ задержать Шахзаде, но он этого не сделал, за что впоследствии поплатился жизнью. В «Империи Кёсем» Ферит Каян играет персонажа по имени Кара Саид, сына Календы Раглу, лидера Джилали, одного из курдских племен, периодически устраивавших восстания в Османской Анатолии. Его показывают на протяжении первых 10 серий «Империи Кёсем». Еще одним актером, снявшимся в обоих сериалах, был Бюлент Эргюн. В «Великолепном веке» он сыграл Джафера Агу, торговца, продавшего Шекеру Аге, главному повару дворца султана, червивый товар. За это Джаферу Аге обрили голову и позорно прокатили по улицам города на осле спиной вперед. В «Империи Кёсем» он сыграл небольшую эпизодическую роль обычного жителя столицы, который пьет кофе, обсуждает болезнь султана Ахмеда и его младшего брата Мустафы и тревожащегося по этому поводу. Кстати, в описанной ранее сцене с неудачливым торговцем есть еще один персонаж-торговец, который тоже снялся в обоих сериалах. Посмотрите на этого мужчину. В «Империи Кёсем» он сыграл одного из кандидатов в мужья для Джанет Калфы, дворцового повара, упавшего в Казан. Поэтому он такой, по словам евнуха Хаджи Аги. Был для Джанет Калфы еще один кандидат в мужья, потерявший один глаз на пороховом складе, а в «Великолепном веке» он сыграл Карахисари, потерявшего зрение во время росписи мечети Сулеймание. По просьбе Мимара Синана именно ему султан передает ключ от мечети во время ее торжественного открытия. А вот еще один актер, сыгравший в обоих фильмах. В «Великолепном веке» он служил в охране Ибрагима Паши, в частности, в этом моменте убийства Якуба Эфенди. В «Империи Кёсем» он доверенное лицо Насуха Паши, который хотел отомстить Кёсем за свою госпожу Софие Султан, но потом переметнулся на сторону Кёсем, и она даже выдала за него замуж свою 3-летнюю дочь, Айше. Исторический факт. Об этом упоминается также в 21 серии «Империи Кёсем». В обоих сериалах снялась актриса Бегюм Табак, но в «Великолепном веке» это была эпизодическая роль одной из карие, рабынь, гарема. Это скриншот из сцены, последовавшей после смерти Хюррем, когда весь мир замер. А вот в «Империи Кёсем» она сыграла роль посущественнее – Элеонор, любимица Шахзаде Касыма.